Всем привет, друзья! Сегодня разберем матч между Манчестер Сити и Ливерпулем. Как всегда, интересная тактическая битва между двумя гигантами, Клопом и Гвардиолой. Видео будет последовательным, поэтому советую досмотреть до конца. Начну я с того, что на этот матч Гвардиола выпустил атакующую линию Стерлинга, Фодена и Жезуса. Все трое имеют очень высокую скорость, и далее вы поймете, почему это важно. Мы знаем, что Манчестер Сити и Ливерпуль постоянно накрывают соперников в высоком прессинге, на чужой половине. И в этом матче никто из них не изменял своим традициям и не садился в низкий блок. Поэтому, чтобы усилить свой билдап, Гвардиола опускал Бернардо Силву вторым опорным, ведь португалец очень здорово работает на мяче под давлением. Вследствие высокого прессинга у команд всегда будет пространство за спинами защитников из-за их высоких позиций. Это и есть уязвимое место при таком элементе игры. Первым на себе это прочувствовал Ливерпуль уже на 4-й минуте. Видим высокую линию защитников и пространство, которое можно использовать. И только лишь фантастический сейв Алисона не позволил отличиться Стерлингу. Поэтому обе команды понимали, как эффективнее всего будет скрывать оборону соперника, и пытались использовать это самое пространство на протяжении всего матча. Видим высокую линию защитников Сити и открывание Мане в зону. Снова открытый мяч у Робертсона, и Мане ныряет в свободное пространство. Идентичная ситуация, снова передача от Робертсона, где в зону открывается сразу и Салах вместе с сенегальцем. Здесь уже вышло намного опаснее. А теперь видим то же самое действие от горожан. В роли пасующего Канцелу, а Фоден пытается использовать пространство. Вы заметили, что такие передачи часто исходят от крайних защитников, поэтому при оборонительных действиях Клоп чуть перестроил свой прессинг. Каждый раз, когда мяч был у Лепорта, его встречал не Салах, как при стандартной схеме, а Хендерсон. В то время как Салах перекрывал Канцелу, чтобы изолировать себя от опасности подобных передач в открытое пространство за спинами защитников. Но мы не забываем, что Гвардиола тоже крут, и он пошел по другому пути. Идея заключалась в том, что Канцело и Уолкер не боялись занимать высокие позиции, поднимаясь по флангу, в то время как вингеры заходили в середину, заставляя сужаться крайних защитников Ливерпуля. И также мы помним, что мало того, что защитники узко играют, так еще и при оборонительных действиях они постоянно должны держать высокую линию. Вследствие образовалось большое пространство, которое можно было использовать. И как вы думаете, кто отдавал эти передачи? Да-да, тот самый Бернардо Силва, который опускался в глубокую позицию. Это работало идеально и давало результат. Таким образом, Сити часто проходили в финальную треть и создавали опасные моменты. Хочу отметить, что быстрый гол от Сити сильно не повлиял на игру, команды не отходили от своих принципов. И второй гол Ливерпуля тому доказательство. Если вы смотрели видео про расположение на подборах при атаке, то вы знаете, что Ливерпуль в этом моменте располагался очень верно и соблюдал все принципы. В итоге мяч подобран, и Фоден не уследил за Трентом, а тот очередной голевой передачей помог Жоте сравнять счет матча. А вот второй гол Сити это уже следствие принципа высокой линии Ливерпуля при защите и того, что они не боятся рисковать с этим. Если сначала Родри простил их за это, не сумев точно сбросить вдоль на Стоунза, то вот Жезус церемониться не стал и воспользовался своим моментом, снова вывев горожан вперед. Второй тайм начался с того, что Ливерпуль доказал, почему нельзя ни на миг расслабляться против них, и почему они постоянно обостряют вперед. Уолкер прозевал Мане, и счет матча стал 2-2. Далее картинка в матче не менялась, и никаких тактических изменений я не увидел. Сити все так же придерживались своей идеи с высокими позициями фулбеков. Могу отметить снова же последствия высокой линии защитников и гол Стерлинга, который был отменен из-за офсайда. Думаю, теперь вы поняли, почему именно эту скоростную тройку выставил Гвардиола в стартовом составе. Для такой игры они идеально подходили, чтобы постоянно нырять в свободные зоны и конкурировать в скорости с защитниками Ливерпуля. Поэтому считаю, Гвардиола в этом матче был ближе к победе, и забей тут Морес, думаю, вопросы о чемпионстве были бы сняты. А так, нам еще предстоит увидеть самое интересное в последующих матчах. Пишите в комментариях свое мнение по поводу этого матча и моего разбора, мне очень интересно читать ваше мнение. Еще больше информации вы найдете в моем телеграм-канале. Спасибо за ваше внимание.